Здрасте. Георгий Александрович, меня зовут Ян Визенберг. У нас в музее будет много мультимедийных инсталляций, поэтому ваше интервью будет фрагментами, как бы разнесено Мгм, по всем разделам музея, как бы разделено по мгм, темам, которых мы с вами коснемся. То есть оно не будет существовать нигде целиком. м. Я, возможно, буду задавать одни и те же вопросы в надежде получить разные формулировки. Не удивляйте, пожалуйста. Ну и мы, естественно, будем монтировать, поэтому можем что-то переговорить несколько раз, если нужно. Мы моторимся, да? Давайте с самого начала начнем тогда. Вы помните, как вы в первый раз вообще услышали фамилию Ельцин? Ну, конечно. Эм, это его, появление в Москве в качестве, первого секретаря Московского горкома партии. И, первые сведения о, э, необычном человеке на этом посту, его неожиданные для москвичей, для меня, естественно, какие-то поступки, когда он там выходил в народ, потом какие-то его первые московские инициативы. По-моему, самое значительное было из того, что запомнилось, это торговля на улице. Вот всякие фрукты там и прочее, прочее, прочее. В голодные времена это было существенно. Ну вот, пожалуй, так. А вы помните его выступление на пленуме в 87 году? Ну, наверное, не само выступление, а резонанс, который она вызвала. Ну да, конечно. Я не присутствовал при самом выступлении по понятной причине, я никогда не был членом партии. А так, конечно, разговоры об этом шли вовсю, это обсуждалось активно, естественно, помню. Ну, давайте тогда про путч 91 года поговорим. Вы помните обстановку в преддверии путча? В последние несколько месяцев витало что-то такое в воздухе, что говорило о том, что вот что-то такое драматическое может произойти. Ну, со страшной силой. Тогда уже активно работал Индем, который я возглавлял, один из первых независимых исследовательских центров в Советском Союзе. И мы активно сотрудничали с Верховным Советом РСФСР. И к нам пришли двое подтянутых ребят, которые представились как от Комитета по безопасности Верховного Совета и сказали: вот вы такие умные, не могли бы вы пофантазировать вот на какую тему? Представим себе, что кто-то запланировал в стране а, переворот. Вот антидемократический переворот против того, что вот сейчас у нас происходит, что делает Ельцин, что делает Верховный Совет и так далее. Как вы думаете, каковы шансы, чем это может кончиться? И мы сказали: нет проблем, решение есть всегда. И мы этим занялись, и через некоторое время мы представили им свое заключение, которое выглядело следующим образом, что да, такие поползновения могут быть, но они по таким-то, таким-то, таким-то причинам обречены на провал, а поскольку с той стороны есть люди, как мы обязаны предполагать, не менее умные, чем мы, они, естественно, это должны проанализировать, прийти к тем же выводам, и поэтому шансы невелики. А, Ну, как мы знаем, это все оказалось верно наполовину, потому что попытка, как мы знаем, была. Ну, и она, в соответствии с нашим прогнозом провалилась. Ну, это обычное дело, потому что, как я потом уже существенно позже выяснил, действительно, там были умные люди, которые это анализировали, пришли к тем же выводам, но начальство обычно там к умным людям совершенно не обязательно прислушивается. Вот так. Это в каком месяце было? Ой, это было сравнительно незадолго. Это было то ли в июне, то ли в начале июля. То есть это было уже летом.
Совершенно определенно. Это были какие-то ГБшные люди, да? Нет, 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 нет. Это были действительно ребята из... Это были ребята из аппарата вот этого комитета Верховного Совета. Ну, мы, естественно, все выяснили предварительно. У нас было много знакомых депутатов, и мы, естественно, проверили это все дело. На кого вы работали? Ну да. Вот. И где вас застал путч? Дома. А можно я попрошу вас полными предложениями отвечать, потому что моих вопросов не будет в финальном Понял. монтаже. И по возможности с Да. именами, датами, да, чтобы мы понимали Да, контекст да, да, вашего да. ответа. Путч меня застал дома. Дело в том, что 19 августа, день рождения моей старшей дочери, она меня как раз разбудила, но не с тем, чтобы я вручал ей подарки, а чтобы сообщить, что вот, папа, смотри телевизор, там что-то случилось. Вот. Ну, и я, естественно, побежал, и там балет. Вот. Потом балет заканчивается, дикторы объявляют бла-бла-бла, то-то, то-то, ГКЧП. И я помню, что первым делом мы активно сотрудничали с «Эхом Москвы». Я позвонил в «Эхо Москвы», ну и надиктовал им, так сказать, свое мнение, что это антиконституционный переворот, что он обречен на провал и так далее, и так далее. Вот так утром это произошло. То есть для вас это в моменте, естественно, сюрпризом было, но глобально как бы не было, потому что вы это все заранее уже продумывали. Да, мы продумывали. Но, естественно, мы страховались. Я поехал в Индем, это все-таки уже был рабочий день. Понедельник ведь, правильно? И мы решили разобрать как-то документы, растащить из Индема на всякий случай. Хотя, в общем, мы как-то проговорили ситуацию, и на нашей позиции мы остались, что это обречено. То есть страха в этот момент не было? Нет, противно было, конечно, страха не было. То есть вы понимали даже вот тогда, в первый день, даже когда вы увидели всех этих силовиков советских на трибунах и танки на улицах, вы понимали, что все это обречено? Нет, ни минуты не было колебаний по поводу того, что это обречено. Ну, конечно, многие из нас из Индема пошли к Белому дому, там и все, что положено, так сказать, мы проделывали. Вот. Но это уже просто чисто гражданское такое. Но экспертно мы не колебались, мы были уверены, что это обречено. При всей обреченности этого путча вы согласны, что он стал таким катализатором развала Советского Союза? Бесспорно, то, что путч стал катализатором, это к бабке не ходи, что называется. И в гораздо существенной степени, с гораздо большей скоростью, чем это можно было ожидать. Там, на самом деле, происходило множество вещей, абсолютно предсказуемых и воспроизводящихся в нашей истории, типа еще в начале XX века один из видных российских социологов, Павел Берлин, писал, что царский режим использует коррупцию для обеспечения лояльности бюрократии. Ровно то же самое происходило и в Советском Союзе. Но, как мы видели, как тогда, в начале XX века, это не обеспечило реальной лояльности бюрократии, которая не шибко-то бросилась защищать падающий режим. Ровно то же самое произошло и тогда, в 91-м. То есть, есть какие-то вещи, какие-то закономерности воспроизводящиеся, это можно было понять. То, что идет к развалу Советского Союза, тоже было понятно. У нас в 90-м году, ближе к концу 90-го года, была серия передач на «Эхе Москвы», где я и двое моих коллег по Индему, мы вместе с ведущими
«Эхо Москвы» мы обсуждали такой сюжет, что происходит, когда разваливаются империи. Вот ровно это. Да? И понятно, что это обсуждение, сам его факт был связан вот с этим ощущением, что империя стоит на грани развала. Но то, что это произошло так быстро, это было, конечно, отнюдь непредсказуемо. Многие империи разваливались гораздо более драматично и более кроваво. А это развалилось сравнительно бескровно. И это тоже трудно было предсказать, но какие-то общие вещи были понятны. А вы считаете, был шанс спасти Советский Союз? Или шли уже такие глубинные системные процессы, которые невозможно было предотвратить? Я считаю, что шансов не было, конечно. Проблема была в скорости, в... А можно я вас Да, попрошу полным предложением да. снова? Шансов сохранить империю не было. Проблема, конечно, была в скорости, в том, как это будет происходить, да? Какой ценой и так далее, и так далее. Тут были варианты. А так, ну, и общие законы природы. А как вы отнеслись к тому, что произошло? Вот спускается флаг Советского Союза в декабре 91 года. Вы это воспринимали как какую-то трагедию или как что-то неизбежное? Ну, тут понятно, что во мне сталкивались две вещи. С одной стороны, ну, какое-то профессиональное экспертное понимание этого дела, а с другой стороны, неизбежные ощущения. На самом деле, это драматично переживал. Ну, чтобы было понятно, у меня были друзья, скажем, в союзных республиках, друзья-коллеги в Прибалтике, например. Один из моих близких друзей из Литвы, он просто умер в госпитале в Москве. Язвы, которую не могли закрыть, кровотечение, в общем, он погиб. И это чисто вот психосоматическое это переживание всего этого. И я вез его в Вильнюс хоронить. И это трудно было не переживать эту историческую драму. Это очевидно совершенно. А расскажите, пожалуйста, про участие Ельцина во всех этих событиях и в августе, и в декабре 91 года. Как вы сейчас оцениваете его роль во всем этом? Ну, в 91-м я еще не был сотрудником Бориса Николаевича, хотя я присутствовал на неких его выступлениях и не только на митингах. И мы в 91-м Индем, я имею в виду, помогали на выборах. Поэтому я, в общем, это все видел издали. Но то, что я видел, это была твердая позиция человека, который защищает то, что он считает правильным. И это воспринималось всеми. Я был человеком толпы. Да, и около Белого дома, и на митингах около Белого дома. И это было общее разделяемое ощущение, что да, это настоящий лидер, и он делает то, что мы считаем правильным. Когда все развалилось, и противостояние с путчистами закончилось, настал момент, когда нужно было уже не противостоять, а строить, да? Была у Ельцина какая-то в этот момент осознанная платформа? Что строить и как? Вы знаете, этот момент был абсолютно непредсказуемым, непонятным практически для всех. Я помню, как в начале 91 года мы с моим другом Сергеем Станкевичем, он тогда был советником Бориса Николаевича, и Сергей был заместителем Попова в Московском совете городском. Мы сидели поздно ночью у него в кабинете. Помню, был совершенно какой-то дикий снегопад, такая настоящая зима, не то что нынешняя.
И у нас был такой на двоих мозговой штурм о стратегии демократов в сложившихся условиях. И конечный вывод был такой: это долгое годами встраивание во власть. Не приспособление к советской власти, а встраивание вот со своими идеями, со своими целями и так далее. То есть это продолжение примерно того, что они уже делали, завоевывая победы на выборах, завоевывая какие-то органы власти, выборные прежде всего, и так далее. Вот это была твердая уверенность не только наша. И готовности, конечно, программной не было ни у кого. И в том числе у Бориса Николаевича, конечно. Борис Николаевич не теоретик, а политик. И задача политика – находить с его точки зрения, отбирать адекватные с его точки зрения идеи, программы, людей и прочее, чем он и занимался. Конечно, собственной программы, как у многих других, не было. А если и были какие-то, то, конечно, это было очень далеко от реальности. Давайте перенесемся тогда к 93-му году, к противостоянию между Ельциным и Верховным Советом. Расскажите, в чем была суть этого столкновения? Тут надо, чтобы понять, что происходило в 93-м году, надо сделать немножко шаг назад. Это конец 91-го года. Конец 91-го года – это полный кошмар. Ну, во-первых, абсолютно неясно, что делать. Во-вторых, абсолютное непонимание происходящего при ясном понимании, что это полный кошмар. То есть пустая казна, пустые прилавки, останавливающееся производство и так далее, и так далее. Ну, все это неоднократно описано. И действительно, это состояние клинической смерти экономики, государственного организма и так далее, и так далее. И надо вспомнить, что тогда желающих встать у руля было очень мало. Борис Николаевич тогда же очень много разным людям предлагал возглавить правительство и так далее, и так далее. И в конце 91-го года на съезде, который состоялся тогда поздней осенью, съезд народных депутатов с удовольствием, без колебаний дал Ельцину экстраординарные полномочия по оперативному управлению страной, по принятию решений посредством указов и так далее. Ну, что, в общем, оправдано ситуация, которая правильно всеми оценивалась как абсолютно критическая. И вот начало 92-го года, либерализация цен и так далее, и так далее. Рынок потребительский наполняется. Конечно, дикая инфляция, но вроде из клинической смерти организм выведен, вроде вот проскочили, казалось, что висим над пропастью, бац, вроде зацепились, выкарабкались как-то на другую сторону, и уже полегче. И тут сразу появляется ощущение, собственно, что это у него-то власть, а мы что? А к тому моменту, в общем-то, уже все привыкли, что съезд – это главная власть, это абсолютная власть. Съезд может все. И это, конечно, прежде всего столкновение властных потоков, как бы, да. И, конечно, это и столкновение представлений о должном. То есть это, во-первых, борьба за власть, а во-вторых, борьба за то, как надо эту власть употребить и для чего. Да?
Начиналось это довольно безобидно, с заявлений в апреле, по-моему, 92 года, что вот из-за освобождения цен у нас снизилась рождаемость. Ну, очень было всем смешно, как это за 3 месяца могла снизиться рождаемость. Так в природе не бывает. Это противоречит физиологии человеческой. Вот. А дальше больше и сказывались последствия этого адреналина в сердце, собственно, да, вот выведение экономики из состояния клинической смерти. То есть сразу идут осложнения, проблемы, прежде всего вот эта гигантская инфляция. Как бы покупать-то стало можно, но не на что. И нарастало недовольство, которым тоже приятно было воспользоваться в политических целях. И вот этот накал нарастал. И к концу 92 года это привело к довольно жесткой атаке на Ельцина на очередном съезде. Он вынужден был пожертвовать Гайдаром. Тогда согласились на компромиссную фигуру Черномырдина в качестве премьера. Этого тоже оказалось недостаточно, потому что Черномырдин встал на сторону Ельцина. И это напряжение нарастало. Наконец нашли выход в референдуме. Ну, раз мы не можем договориться, как и что, давайте спросим граждан. И апрель 93-го референдум, где фактически Ельцин побеждает. И сразу за этой победой новая атака, причем в совершенно омерзительных формах. Новая атака руководства Верховного Совета на Ельцина. Ельцин, будучи человеком на самом деле компромиссным, ищет какие-то компромиссы, находит это в конституционной реформе, предлагает заняться Конституцией, вот конституционное совещание и так далее, и так далее. А там процессы идут, уже набирают свою инерцию и готовится его импичмент на приближающемся осеннем съезде народных депутатов. Ну и, наконец, Ельцин узнает, что завозит оружие, и тогда он принимает решение, что надо с этой бодягой заканчивать. Можно мы так на полшага назад? Да. До импичмента был указ Ельцина 1400 о распуске парламента. Ну, это сентябрь, да. Проговорите, пожалуйста. Да. Мы все помним, нам нужно Да. эту историю рассказать. Да, когда Ельцин некий вариант указа о распуске съезда народных депутатов и Верховного Совета носил с мая 93 года, но предпочел компромисс. И, собственно, он реанимировал эту идею в августе, когда узнал о том, что концентрируется оружие Верховным Советом в Москве. И тогда был издан указ 1400. Дальше радикализация всего этого процесса, как это обычно бывает, попытки найти разменный нулевой вариант в Даниловском монастыре под эгидой патриарха. Но к тому моменту, как там уже переговаривающиеся стороны договорились, в Белом доме, где остатки депутатов заседали, уже контроль взяли, собственно, даже не депутаты, а такие весьма радикальные полуфашистские силы, и реализовать эту договоренность не удалось. Ну и 3 октября и все, что за этим последовало. Расскажите, что последовало. Срыв переговоров в Даниловском монастыре
мог реализоваться без каких-то повторных попыток только при резкой радикализации действий с той стороны, что произошло. Штурм мэрии, штурм Останкина, уже стрельба, первые жертвы, причем из людей совершенно непричастных, и ответный штурм Белого дома, капитуляция, так сказать, путчистов и победа Ельцина фактически. Хотя он, когда он выступал 4 числа, он сказал, что тут нельзя как бы рассматривать результат этого как чью-то победу, это, так сказать, наша общая трагедия и так далее, и так далее. Все это абсолютно правильно. И выборы, голосование по Конституции и выборы уже в новые органы власти по этой Конституции. И фактически этим заканчивалась радикальная фаза революции. А расскажите, какие идеи объединяли, кто объединился в Верховном Совете, под какими знаменами, против чего они были и за что? Ну, если мы говорим о финальной вот этой фазе, уже лето 93-го года, там были самые разные силы. Вы знаете, ведь парадоксально по разные стороны баррикад находились люди с одинаковыми убеждениями, с одинаковой биографией, с одинаковым образованием, но которые там годом или больше ранее претендовали на одни и те же должности. Один становился председателем какого-нибудь комитета, а другой нет. Тот, кто становился в 91-м председателем комитета, становился ельцинистом. А тот, кого отметали, тот становился антиельцинистом и в силу этого находил какую-то идеологическую нишу. В социальной психологии есть такое открытие, называется фундаментальная ошибка атрибуции, которая говорит о том, что действия людей гораздо чаще объясняются обстоятельствами, нежели их убеждениями. А дальше они очень гибко могут под эти обстоятельства подобрать себе убеждения. И я знаю людей, которые можно было бы поменять местами легко. Из ельциниста в антиельциниста, и наоборот, если бы в 91 году тот был назначен председателем комитета, а не этот. Абсолютно точно. То есть, во-первых, это, как я уже говорил, всегда, к сожалению, в политике это борьба за власть. А во-вторых, конечно, это борьба за контроль собственности. Ведь фактически Верховный Совет дублировал исполнительную власть, принимал исполнительные решения, в том числе решения по собственности, и это входило с полномочиями правительства и полномочиями, естественно, Ельцина, который отнюдь неформально возглавлял правительство в 1992 году. Он фактически выполнял функции премьера. Я напомню, что Гайдар был заместителем председателем правительства. Вот. И, конечно, было идеологическое противостояние в очень широком диапазоне, на крайнем фланге которого были такие совершенно околофашистские организации. Вот. То есть это был очень пестрый конгломерат, но надо понимать, что всегда, когда противостояние радикализируется, то и контроль над ситуацией переходит в более радикальные руки, особенно там, где этот контроль не формализован конституционными постами и прочее, прочее. С ельцинской стороны это было труднее, потому что Ельцин как был президентом, так и оставался. Черномырдин как был премьером, так и оставался. С той стороны это не было так формализовано, поэтому уже
Собственно, к 3 октября там командовали военные и такие околофашистские группировки. А кто были те люди, которые с оружием шли на мэрию, на Останкино, там, Макашов, Баркашов? Расскажите, кто это такие, откуда они взялись? А, Я уже говорил, что Верховный Совет заранее концентрировал оружие там, но одновременно велась и подготовка к мобилизации. Поэтому к 3 числу и даже несколько раньше туда съехалось довольно много народу и из Приднестровья, люди с боевым опытом, и из Северного Кавказа, и баркашовские ребята, и из Союза офицеров. То есть такой компот довольно аппетитный, прямо скажем, боевой там заправлял к этому моменту, серьезный. Ну, я вот что пытаюсь спросить. Да, Можно сказать, что этот компот был таким да. красно-коричневым в Мгм. какой-то степени? Если посмотреть на риторику боевую, то она, конечно, была такая абсолютно антисемитская. Ну, то есть там фашизмом воняло абсолютно откровенно, антисемитизмом, а, как сказали бы сегодня, экстремизмом и так далее, и так далее. Фантастически неаппетитная смесь. Не случайно в конце, в конце сентября и в начале октября к Ельцину были обращены призывы от серьезных публичных фигур из демократического лагеря: раздавите фашистскую гадину. Открытым текстом это заявляли очень серьезные люди, как политики, так и правозащитники. А был какой-то конституционный выход из этой ситуации? Я считаю, что тот выход, который в результате нашли в Свято-Даниловском монастыре, был выходом. И этот выход, собственно, заключался в нулевом варианте, который включал новые выборы, включая президентские выборы. А я был сторонником этого варианта. Я считал, что Ельцин должен был на это идти. И открыто об этом говорил, хотя я был человеком его лагеря, но поскольку я был не чиновником, а просто как бы членом президентского совета на общественных началах, я считал себя вправе высказывать свою точку зрения, чем я и занимался. И в конце концов этот вариант и был принят. Но, как я уже говорил, он был гибелью для тех, кто в тот момент уже взял контроль над Белым домом. Они уже оставались, ну, как минимум, оставались неудел. А как максимум, ну, нужно было уже отвечать за те жертвы, которые были к тому моменту. А как вы к амнистии относитесь? Почему Рудского и Хасбулатова амнистировали? Почему человек, который просил поднять самолеты в воздух и бомбить Кремль, так быстро оказался на свободе? Революция вообще очень неприятная штука. И надо сказать, что это нередко понимают даже те, кто в ней участвует. И существует такая вещь, как усталость от этого, потому что революция – это всегда слабость и неэффективность государства. И это усталость и политическая, и бытовая, и так далее, и так далее. И вот этот трагический конфликт
осени 93-го года, и его драматическое разрешение, оно многими воспринималось как вот такая точка, что надо переходить к какому-то другому режиму существования. Ну, то, что историки называют постреволюционная фаза. Да? Поэтому, в принципе, идея амнистии была у депутатов довольно популярна. Ну, и нельзя сказать, что Ельцин абсолютно это отрицал, я об этом скажу отдельно. И вопрос об амнистии поднимался с самого начала всяческих дебатов в Государственной Думе. Шел вопрос о как бы конфигурации этой амнистии. Тем более, что Конституция давала Думе абсолютные самостоятельные, независимые от президента и других полномочия именно по амнистии. И шло очень активное обсуждение. Обсуждались разные варианты амнистии, в том числе был вариант ельцинский, включавший экономическую амнистию. И в конце концов объединили разные проекты, решили сделать такой широкий вариант. Вот у нас была революция, вот был этот путч. Вот нужно ставить как бы, опускать занавес на всем этом, да? Давайте амнистируем, забудем и начнем дальше жизнь. С чистого листа. Идея чистого листа вообще Борису Николаевичу была очень близка. Вот у нас новая конституция, моя конституция. Вот. Я ее отец, правильная конституция, нужно по ней жить там, и так далее, и так далее. И начинать жизнь с чистого листа. Это вот как-то у него была такая сверхидея. И поэтому, когда он меня вызвал и спросил: Георгий Александрович, можем ли мы что-то как-то этому воспрепятствовать? Я говорю: Борис Николаевич, нет, потому что это исключительные полномочия Думы, так записано в Конституции. Ну что ж, значит, будем жить по Конституции. Вот. И там то, что случилось после, собственно, того, как амнистия была объявлена, очень неточно интерпретируется, потому что на самом деле, помимо политической задачи амнистии, есть еще правовая техника и правовая практика. Помимо постановления об амнистии, Дума должна была принять постановление о порядке реализации. Потому что тут очень, как положено, демократия – это процедура, да? А как, собственно, да, это должно делаться? И когда мы в Кремле получили этот документ, то, естественно, обнаружили, что этого не было. И я обратился к Рыбкину, мы это обсуждали, я обратился к Рыбкину и сказал: ребята, что вы наделали-то? Вообще, а как теперь это практически реализовывать? И началась бешеная суета в Думе, там юристы начали клепать этот самый порядок. Но это значит, что пока порядок не принят, второе постановление, их нельзя выпускать. На основании вот какой юридической процедуры это должно делаться. А тут бешеный ажиотаж, плюс ко мне приходит один из депутатов и говорит, что там коммунисты готовят провокации, что если не будет освобождения, да, без ожидания второго постановления, то они там бучу готовят. И это тоже было, да. Ну, я, естественно,
транслировал это по команде. Вот, то есть ситуация была достаточно серьезная. Плюс, значит, несчастный казанник, который очень милый человек, юрист, но не имеющий никакого отношения к правоохранительной и прокурорской деятельности, он попал под давление своих заместителей. Тут нужно пояснить, что он был генеральным прокурором. Да-да-да. К тому же несчастный казанник, который тогда был генеральным прокурором и который никогда в этой юридической сфере не работал, он попал под давление своих заместителей, которые работали, ну, фактически на оппозицию, которые говорили: да ладно там, какое постановление о порядке, надо выпускать. И он оказался совершенно между двух огней, и он приехал в Кремль с несколькими экземплярами заявления об отставке, которые он ходил по кабинетам и раздавал. В конце концов, значит, мы все сконцентрировались в кабинете у Батурина, где, собственно, речь шла о том, что никаких проблем, людей надо освобождать, но есть юридический порядок, должно быть постановление о порядке реализации, что нужно его подождать. Вот сейчас там клепают, да, вот утром они его привезут, там проголосуют быстро, привезут, все будет нормально, и сразу выпускаем. А он ни в какую нет, да, вот надо сейчас выпускать. Это был не принципиальный эпизод на самом деле. Ну, там некоторые, в конце концов, выпустили. Некоторое отступление от юридической практики, но это как-то приобрело такой большой резонанс. К тому же Казанник начал раздавать всякие нелепые интервью, совершенно не соответствующие тому, что он делал в Кремле, о чем там говорилось, и поэтому остался то, что называется, неизвестно, кто спер ложечки, но осадок-то остался. Вот. Такой эпизод был. А расскажите, пожалуйста, о процессе создания Конституции. Как вот это все работало? Угу. Пишем? Говоря о нулевом варианте Свято-Даниловского монастыря, надо понимать, почему Ельцин был на него готов. Я уже говорил, ну и писать приходилось, что Ельцин был очень компромиссным человеком. И, кстати, вообще все события осени 93-го года были издержками его компромиссности, потому что если бы он распустил съезд в мае, никаких проблем не было бы. Даже Конституционный суд не пикнул. Потому что там было настолько очевидно, что Верховный Совет просто ринулся предпринимать все, что противоречит решениям референдума, что там все было прозрачно. Но он пошел на вот этот конституционный компромисс. Для другой стороны это было проявлением слабости. Пошло-поехало. И тогда тоже Ельцин искал мирный вариант выхода из положения, что на самом деле соответствует его габитусу, так сказать, его внутреннему политическому устройству. Да? И ему совершенно не свойственна кровожадность, то есть это настолько далеко. Ему не только не свойственна кровожадность. Если полистать его речь, вы не встретите в них ни одного личного выпада против своих политических противников. Просто не встретите. Это за пределами его вот этого политического
должного, да? Не говоря уж, конечно, о крови и так далее, и так далее. Для него это драма, трагедия даже. А тем более он человек-то был такой интроверт, он все пережигал внутри. Не случайно это дикое количество инфарктов, прямое следствие этой интровертности. Поэтому, конечно, он был готов к такому варианту. А то, что он вынужден был делать, когда этот вариант был отвергнут, ну, это уже неизбежный ответ для того, чтобы не допустить большей крови. А это было неизбежно, совершенно ясно было всем. То есть это правильное решение было? Я уверен, что это было правильное решение. Давайте к Конституции тогда перейдем. Обозначьте, пожалуйста, сначала, что вот тогда-то и тогда-то было принято решение, а потом уже дальше. Ну, вообще речь о принятии новой Конституции зашла практически с самого начала штатной работы Верховного Совета РСФСР, вот этого демократического созыва. Была создана Конституционная комиссия, которую возглавил Ельцин, секретарем был Румянцев, и, в общем, началась довольно серьезная работа, были привлечены лучшие юридические силы к этому, а у нас замечательные юристы были и работали над этим. Но надо понимать, что Конституция – это такой фундаментальный долгосрочный проект. А власти приходилось работать в условиях экстраординарных, когда проблемы не каждый день накатываются на тебя, а несколько чаще. Это ужасно совершенно. И, конечно, сконцентрироваться на такой важной задаче, как подготовка и принятие новой Конституции, было довольно трудно. Хотя комиссия работала, Но в начале 93-го года уже было совершенно ясно, что многие проблемы, связанные с конфликтом между ветвями власти, они упираются в дефекты нынешней Конституции, и что принятие новой Конституции – это уже не стратегическая задача, а это то, что нужно делать как можно быстрее. И тогда весной, в мае, была разработана эта идея, что нужен какой-то вот такой ad-hoc коллективный орган, в который вошли бы не только легитимно избранные представители народа, но и самые разные люди, представляющие разные сферы, так сказать, активности, и чтобы они попытались за достаточно короткий срок сгенерировать некий текст. К тому моменту, помимо проекта комиссии Верховного Совета, Конституционной комиссии Верховного Совета, появилось еще 2-3, я сейчас уже точно не помню, альтернативных варианта. И в конце концов эта комиссия была созвана. Опять же, было драматическое открытие ее. Хасбулатов ринулся к трибуне произносить речь, а Ельцин его не пустил. А тут Слободкин, по-моему, коммунист, побежал уже, в такой не очень приличной форме, уже побежал к трибуне, его подхватили, понесли на выход, с него слетел ботинок. В общем, начало было довольно драматическое, я должен сказать, всего этого дела. Но потом нормально пошла работа. Там это все было разбито на несколько палат.
олицетворявших как бы разный способ делегирования людей в эту комиссию, разный способ представительства. И параллельно в палатах шла эта работа, некая группа это все сводила вместе, потом отправляла обратно, и вот это все шло довольно активно. И надо сказать, что люди, потом зарекомендовавшие себя в политической сфере довольно странно, работали там предельно внятно. Ну, допустим, Владимир Вольфович Жириновский. Очень абсолютно нормально, как профессиональный юрист, внятный, работал в своей палате в этой конституционной комиссии. И в конце концов, к началу августа уже некий текст был. Текст, в общем-то, благословленный вот этой конституционной комиссией и несколько отличающийся от текста нынешней Конституции. Георгий Александрович, простите, что я перебиваю. Постарайтесь на меня побольше смотреть, Ага. чтобы направление взгляда у вас Хорошо. было, чтобы мы вас видели. Мгм. И текст несколько отличающийся от нынешней Конституции по причинам, о которых я скажу дальше. И это была угроза для Хасбулатова и вот этого хасбулатовского крыла Верховного Совета. Это был не тот сценарий, который их устраивал. Потому что он, например, предусматривал принятие этой Конституции, и, соответственно, надо новые органы власти выбирать по этой Конституции. Значит, вся бодяга это заканчивается их. Поэтому они и активизировались, потому что, в общем-то, затея с конституционным совещанием увенчалась успехом. Вот. А дальше, собственно, и все события, которые произошли, естественно, повлияли на Конституцию, потому что потом, уже перед вынесением на референдум, Ельцин вносил туда правки, конечно, абсолютно конъюнктурного характера, связанные, как бы со страховкой от этой напасти. Да? То есть он уменьшал полномочия представительного органа, он усиливал полномочия президента. Безусловно, нельзя сказать, что это царистская такая абсолютистская конституция, хотя бы потому, что там у президента были довольно слабые полномочия в отношении регионов. Например, в американской конституции есть институт федерального вмешательства. Если есть какие-то проблемы, и власти с ними не справляются, то власть федерации может взять инициативу в свои руки. Этого, конечно, не было в нашей Конституции. Есть и другие вещи. Даже амнистия, например. Да? Недосмотр явный, там не досмотрели. Вот. То есть, конечно, это был текст менее сбалансированный, и, конечно, это была реакция на все эти злоключения. Вот такой финал. Приняли, все нормально. А мы сейчас от этого пропрезидентского крена, вы считаете, страдаем? Или это не связано? Ой, вы знаете, это такая ерунда. Наша жизнь процентов на 10-15 зависит от формальных норм. Все остальные проценты – это наше сознание, это наши традиции, наши неформальные практики, неформальные отношения и так далее, и так далее. Формальные нормы, они работают только тогда, когда они комплементарны всему этому. Да? А тут разрыв был, конечно, колоссальный. Не случайно старик Кант говорил, что любые реформы должны начинаться с реформы в головах. Вот у нас реформы Конституции и законов бежали сильно впереди голов. Вы тогда уже работали непосредственно с Борисом Николаевичем, да? А расскажите, как с ним работалось по-человечески?
Ну, вы знаете, трудно найти более удобного для работы совместного человека а, по нескольким важным причинам. Ну, во-первых, личное общение. Это был человек, который, в принципе, не грубил. Представить себе, что он кого-то может унизить, нагрубить, ну, просто на «ты» обратиться. Это было нереально. То есть это, ну, во-первых, комфортное общение. Да? Не только когда он общается там, с большим количеством людей, но общение тет-а-тет. Да? Это нормальный взаимоуважительный разговор. Да, вот, партнеров по работе. Ну, один, конечно, постарше по должности несколько. Вот, но он никогда не демонстрировал, как-то не педалировал это очевидное различие. Во-вторых, он умел доверять, что фантастически важно. Если ты сам серьезно относишься к своей работе, то когда тебе доверяют, это мягко говоря, полезно. Да? Это лично для тебя, ну, это как-то приподнимает. Это я должен это делать. Я за это отвечаю. Конечно, это ответственность и так далее, но это очень важно, это мобилизует очень серьезно. Может быть, он это понимал. Я уже не могу у него спросить, к сожалению. Но это факт совершенно. В-третьих, с ним можно было говорить на любые темы. Мне с этим, ну, так сказать, повезло, потому что как-то меня коллеги по службе помощников любили направлять к Борису Николаевичу, когда надо было поговорить о чем-то неприятном. Вот. Ну, были совсем неприятные вещи, когда мы предпочитали писать, не говорить. Но когда можно было говорить, как-то вот считалось, что я должен это сделать. Я думаю, знаете, почему? Потому что у нас с ним были деловые отношения, у нас не было с ним личных отношений. Да? Вот я был эксперт со стороны, отобранный для того, чтобы помогать ему, так сказать, реализовывать некие свои полномочия. И все. И поэтому здесь как бы не было ничего вот такого лично лишнего или лишне личного, да. И, возможно, это облегчало общение по каким-то тонким темам. В-третьих, он очень серьезно относился к тому, что мы ему писали, рекомендовали, говорили, когда о каких-то проблемах и так далее. Более того, если он считал, что мы недостаточно аргументировали или недостаточно там, представили какой-то спектр вариантов и их анализ, то он требовал это уточнять. Это все серьезно, да? И у него была такая привычка, у него отдельная папочка была на столе, куда он клал то, над чем надо подумать. Оставлял на столе. Вот. Ну, это, он в эту папочку попал, значит, он будет об этом думать. Вот. Ну и последнее. Я, конечно, работал с ним, потому что считал, что он делает то, что нужно стране. Я считал себя его единомышленником. Поэтому, конечно, для меня это было уникальное время, которое я забыть не могу. И очень интересная работа, и содержательная, и вот по-человечески с точки зрения этого общения. А вот вы говорите, что он откладывал бумажки в папочку. Он любил обдумывать решения, или он все-таки действовал больше интуитивно по какому-то наитию? Вы знаете, как мне уже... Это я лично
видеть не мог, он вот с теми бумажками, которые он откладывал, он экспериментировал с другими людьми. Вот к нему приходит кто-то, и он на тему этой бумажки начинает разговор. Да? Он как бы на других людях проверяет то, про что там я или еще кто-то ему написали, что-то, значит, вбросили. И то, что он сам думал, это бесспорно, даже известно когда, в какое время суток. Вот. Спал-то он мало, у него было время подумать. И часто это было видно по бумажкам, которые он возвращал, по его пометкам. Поэтому это все имеет материальное свидетельство, что он думал, сам реагировал, оставлял следы этой реакции, возвращал и так далее. Бесспорно. А рейтинг в это время падал, и к 96 году он был почти на нуле. Ой, да, конечно. Но это было неизбежно. Это было неизбежно. Понимаете, если бы Ельцин держался за власть, если бы это было его главной целью, то, конечно, он держался бы за свой рейтинг, популярность, популизм, как угодно это назовите. Но он делал тяжелые вещи, потому что считал, что это нужно делать. И делал это в предельно тяжелой ситуации. Поэтому, конечно, рейтинг неизбежно падал. Я не знаю, как он к нему относился. Дело в том, что тогда не было вообще вот этого ныне абсолютно привычного и неизбежного постоянного слежения за рейтингом. Ну, там, когда появлялись какие-то социологические данные, они могли попадать к нему в дайджест, или там ФСБ проводил какие-то свои опросы. Ну, это не обсуждалось как жизненно важный элемент политики, стратегии и так далее. Вообще. Давайте про выборы 96 года поговорим. Рейтинг к началу избирательной кампании был на уровне нескольких процентов, и было такое ожидание, что переизбраться может и не удастся. И обсуждался момент переноса выборов или отмены выборов, или роспуска парламента. Вы знали что-то об этом? Ну, начнем с того, что у нас в службе помощников и в том круге экспертов, с которыми мы работали, эта тема не обсуждалась в принципе. Отчасти это связано с тем, что мы подготовку к выборам начали довольно рано. Еще осенью 1995 года мы начали большую серию исследований, мозговых штурмов и так далее, и так далее. И та картина социологическая, она проясняла нам, что проблема рейтинга не фатальна. И что на выборах она преодолима. Плюс, конечно, очень удачно было, что победили коммунисты на парламентских выборах. Меня в конце декабря у меня была какая-то пресс-конференция, и меня журналисты спросили, вот как вы все это рассматриваете, есть ли у Ельцина шансы, может ли он победить. Я сказал, что может. Мне говорят, ну, конечно, вы помощник президента, вы обязаны так говорить. На что я им сказал, что я это говорю не как помощник президента, а как эксперт. А вот как же победа коммунистов? На что я им говорю, что есть такой инстинкт у избирателей, когда избиратель свободно функционирует на выборах, не класть яйца в одну корзину.
И поэтому победа коммунистов на парламентских выборах дает дополнительные шансы Ельцину на президентских. Ну и уже было к концу 1995 года уже были некое понимание стратегии на выборах, которое, в общем-то, и реализовывалось потом, в 1996 году. И реализовывалось успешно. То есть вы не сомневались, что Ельцин победит на этих выборах? Ну, страха у меня никогда не было, и никогда не было мысли о том, что нужно искать другие варианты. Безусловно. Собственно, был единственный кризисный момент, связанный с президентскими выборами. Это рассвирепевший Ельцин, который решил распустить Думу. Но это было связано не с выборами. Это было связано прежде всего с этим идиотским решением Думы о денонсации Беловежских соглашений. Это был запредельный маразм, конечно. И мне кажется, что тут кто-то, я могу на эту тему только спекулировать, кто-то просто воспользовался этим идиотским дерганием и как бы спровоцировал Бориса Николаевича на такое решение. И он был очень жестко настроен на это. Ну как? Мы начали жизнь с чистого листа. У нас новая конституция, у нас новая страна. И вот они хотят все это к чертям собачьим опрокинуть. Да? Вот настрой такой. Вот. Но тут вот снова сработало все-таки его политические и человеческие качества, потому что когда нас ночью вызвали и сказали, вот Борис Николаевич поручает подготовить указ, юридическое обоснование и указ о распуске Думы, мы начали готовить два документа. Один в соответствии с его указанием, а второй наша точка зрения, почему это делать нельзя. Ну и положили их в соответствующем порядке в папочку. Сверху, почему это делать нельзя, а снизу, значит, то, что от нас требовалось. Тут еще сказалась и позиция силовиков, о чем Куликов писал, рассказывал. Они ведь перед тем, как прийти к Борису Николаевичу, а мы сидели прямо рядом с его кабинетом. Они зашли к нам. Ну, что вы тут делаете? Пишите указ. А мы говорим, вот указ, и вот еще вот это. Да? И у нас был какой-то черновик, мы им показали. То есть у нас было общее понимание, что этого делать ни в коем случае нельзя. Ну и такое было давление, он жутко был недоволен. Приглашал, он сердился, отправил, идите работайте. Вот. Но мы стояли совершенно железно. И вот это давление со всех сторон, и обоснованное давление. Куликов по-своему обосновывал, мы по-своему, естественно. И вот эта симфония этого сопротивления, она в конце концов его свернула с этой сверхидеей, что надо их к черту распускать. Ну и дальше все покатилось. Сначала... Да, а я-то, как я уже говорил, я с осени 95-го занимался всем этим сюжетом по прямому поручению. И уже были разработаны штабные структуры, какие-то наметки стратегии. И тут создается штаб под руководством Сосковца, какого-то довольно странного состава. Какие-то там были странные люди теневого свойства, которые со мной пытались беседовать. И там
было такое ощущение лажи и желание погреть руки на выбранных деньгах, ну, совершенно отчетливо. Ну, я там присутствовал на одном заседании, посмотрел, что там творится, и больше не ходил. А потом началось еще хуже того. Начали собирать подписи. И тут просто ребята пошли во все тяжкие. Они начали собирать эти подписи, так сказать, под административным нажимом. Короче, мы накатали... Там небольшая группа... Мы с Илюшиным собрали небольшую группу членов президентского совета и экспертов, которые в этом что-то смыслят. И как-то параллельно что-то... Ну, проверяли те наработки, которые уже были, уточняли. И какую-то параллельную деятельность вели. И, в общем, накатали Ельцину письмо, что вообще с этим безобразием надо завязывать. И иначе это крах. Потому что этот штаб недееспособен. Более того, он просто творит преступления. Плюс к этому Илюшин все это отнес. Плюс практически синхронно, чуть-чуть позже, Чубайс, уполномоченный бизнесменами, приходит к нему с тем же. И Ельцин решает этот штаб похоронить. Значит, мне звонит Илюшин и говорит: сейчас вот Чубайс был у Бориса Николаевича, он сейчас зайдет к тебе. Значит, проговорите там все эти твои не было, ваши разработки, значит, по штабу и так далее. Пришел Чубайс, мы с ним сели, я ему все показал, а там уже была идея аналитической группы, и мы с ним стали составлять, значит, список аналитической группы. А там была идея такой высокоинтеллектуальной избирательной кампании, в которой есть две параллельные структуры. Организационный штаб, который крутит машинку, грубо говоря, да, машинное отделение, а есть интеллектуальный штаб, это вот эта аналитическая группа. Ну и потом уже организационный штаб компании возглавил Илюшин Виктор Васильевич, первый помощник президента, а аналитическую группу возглавил Чубайс. Ну, формально мы были подчинены Илюшину, но фактически содержание компании определяла аналитическая группа и вообще фильтровала весь базар. Я потом объясню, что это значит. И они фактически просто утверждались на ежедневных заседаниях штаба. Скажите, а кто входил в штаб и по каким параметрам включали в штаб? Интеллект плюс опыт плюс в руках некий ресурс, либо аналитический, либо информационный. По этому критерию. Ну, например, по этому критерию там был Саша Аслон, которого я туда за руку привел. Он отвечал, естественно, за социологию. Там был Малашенко, который, естественно, понятно, за Зверев. Сережа, понятно, за что они отвечали. Ну, они все, мягко говоря, толковые ребята, ну, плюс это СМИ и так далее. Вот. Сережа Шахрай был. Так, я сейчас вспоминаю. Ну, в общем, я основные фигуры назвал. Вот. А Слава Никонов отвечал за фильтр базара, кстати. Все идеи, которые со стороны поступали в штаб, должны были проходить фильтр вот этой группы. Фильтр очень простой. Это работает на стратегию компании или не работает? Не работает — к чертям собачьим. Работает — сколько это стоит? Значит, ну и так далее. Ну, то есть очень жесткий был фильтр. Работал 100%. И реально, конечно, это была
уникальна интеллектуальная и технологическая компания. Ну, чтобы было понятно, например, каждый визит Ельцина в регионы сопровождался социологическим опросом до визита, социологическим опросом после визита и анализом эффекта, для того, чтобы учесть это при следующих визитах. Вот с такой тщательностью это работало. Или, например, у нас были разработаны технологии, которые позволяли нам довольно точно прогнозировать результаты выборов с точностью до регионов. И потом уже, когда шли выборы, у нас просто было две таблички. Наша табличка с прогнозом и табличка того, что получается. То есть там очень много интересного было, и впервые примененного, и так далее. И так далее. А идеологически на чем была построена эта кампания? Идеологический контраст, безусловно. Вообще, в принципе, избирательная кампания – это всегда стратегия выстраивания контраста. А здесь он был довольно ясен. Вперед или назад. Вот и все. И на этом контрасте, собственно, выстраивание этого контраста, как это было задумано в конце 1995 года, но там она была как достаточно общая идея задумана, а дальше, конечно, это претерпевало очень серьезную доработку, уже, так сказать, сюжетную, изобразительную, какую угодно, да? А можно я вас попрошу пояснить? Вы говорите вперед или назад. Вот переведут в музей класс 14-летних ребят, и они не будут понимать, что такое вперед или назад. Куда это? Назад к Да. тоталитарному прошлому или вперед куда? Что значит вперед-назад? Там все очень ясно. Реально победить могут только двое. Это Ельцин, значит продолжение реформ. Либо Зюганов, это значит назад туда, в прошлое, коммунистическое. Со всеми вытекающими последствиями. И это было... Собственно, это было настолько банально, что это было понятно всем, потому что бизнес сам пришел к Ельцину. Пресса сама пришла к Ельцину. Мы никого не тащили, не шантажировали, не принуждали и так далее. Приходили и спрашивали, чем вам помочь. Да? Потому что не хотелось, ни бизнесу не хотелось в коммунистическое прошлое, ни свободным СМИ не хотелось обратно в цензуру и так далее, и так далее. Поэтому они на Ельцина работали, я бы даже сказал, можно тут сказать, это наименьшее из зол. Нет, это не точно. А это вот абсолютно точное понимание, что при всех издержках, при всех претензиях к нему, это все равно продолжение пути вперед, а назад мы не хотим. И это надо было объяснить людям. И это объясняли, и это сработало железно совершенно. Георгий Александрович, вы сказали, что многие технологии во время этой избирательной кампании применялись впервые, например, соцопросы. А что еще применялось впервые? Ну, что такое впервые? Это самые разные вещи. Ну, начнем с того, что общеизвестна технология выступления. Это Малашенко как раз. Он привез прозрачные экраны. Когда на них смотришь из зала, это просто стекляшка. А Борис Николаевич со своей стороны видит на них текст. И они стоят очень удобно, они его не закрывают. И он не один и два, он может обращаться как бы к разным частям зала, но при этом он видит текст. И он не читает по бумажке. И, конечно, это производило эффект. Мать-царица, старик-то дает, а? Смотрите. Без бумажки лупит. Вот такой технологическая деталь. Или вот там кучу всякой брехни про эту компанию говорили, там про наши подтасовки и так далее. Тут ведь проблема в том, что путают нынешнюю ситуацию с теми временами. Не было вертикали
избирательной комиссии. Не было вертикального контроля из федерального центра над избирательными комиссиями. Никто не мог им диктовать, какие там должны быть проценты. Были подтасовки? Были. Это была конкуренция подтасовок. Ну и надо сказать, что здесь как раз красный пояс отличался «Будь здоров», что легко определялось по электоральной статистике. А у нас работали очень грамотные специалисты по этой сфере. И мы знали по предшествующим выборам, где максимальные нарушения, вбросы, прессинг и так далее, и так далее. И мы придумали перед первым туром такую идею: массовое наблюдение за выборами. То, что сейчас стало модно и так далее. Но тогда, конечно, это было не движение души, а это скорее мы такую создали молодежную моду наблюдать за выборами. Молодежный десант в деревне. Десант наблюдателей. Их обучали. Ночью мы их собирали. Это было около этого... На Красной Пресне этот дом кино или как-то там что-то такое связанное с кино. У них там сначала была там типа что-то они там плясали, кушали. Но потом садились по автобусам и ехали в близлежащие области ночью с тем, чтобы к моменту открытия избирательных комиссий, вот этих в самом таком захолустье, где запредельные были вбросы в сторону коммунистов, ездили и наводили там правовой террор, так сказать. И там 2-3% мы в первом туре отвоевали железно совершенно. Коммунисты, кстати, это увидели, решили это позаимствовать во втором туре, но уже технологически не успели, а мы еще расширили во втором этом туре, потому что нам начали студенты звонить из других областей и спрашивать: а почему нас не привлекли? Что такое? Вот почему ярославцев привлекли, а вот нас не привлекли, мы тоже хотим. Да, и мы раз в полтора еще расширили этот десант во втором туре. Это было совершенно такое уникальное изобретение. То есть это то, что сейчас называется наблюдатель на выборах, да? Да, да. Массовое наблюдение за выборами. У нас работала юридическая служба, которая получала сигналы из регионов о нарушениях. И тут же мы обеспечивали там какую-то правовую реакцию и так далее, и так далее. Ну, и масса таких вещей было интересных. Сейчас уже всего не упомнить. Ну, очень технологичная и изобретательная компания была. А вы говорили, что были какие-то американские эксперты, какие-то... Это была история... Там вообще с помощью Антанты была интересная история, потому что сначала хотели обратиться к французам. Зовет меня Дмитрий Борисович Рюриков, который тогда был помощником внешнеполитическим Бориса Николаевича, говорит: Жорик, тебе надо готовиться к командировке. Что за командировка? Тебе надо в Париж встретиться с дочкой президента Франции, которая вот помогала ему на выборах. Значит, надо выяснить, как там они, что вообще это делали и прочее. Ну, потом это все похерилось, бог с ним, это несущественно. Хотя, конечно, было бы интересно с дочкой познакомиться. Уже когда создавался штаб Сосковца, они там наняли несколько американских специалистов. И, насколько я понимаю, предполагалось довольно серьезно их эксплуатировать. Когда этот штаб похоронили, и был создан вот этот штаб во главе с Виктором Васильевичем Илюшиным, возник вопрос, что с ними делать. Они нам не нужны. Мы, в общем-то, более-менее понимаем, что надо делать. В общем, деньги получены. Пусть сидят. Их посадили там где-то пониже в президент-отеле.
И попросили Татьяну Борисовну их как-то, ну вот, привечать, курировать, там, чтобы они не очень обижались. Они там какие-то бумажки иногда присылали. Вот. Вот, собственно, и все. И все. Они потом, конечно, сняли кино, как они спасли Россию и Бориса Николаевича. Но это... Пусть это будет на их совести. Единственный случай влияния такого теневого был перед первым туром непосредственно. Там была такая история. Ну, есть такая технология листовка последнего дня, имеется в виду последний день агитации, которая распространяется очень большим тиражом. Вот что-то такое концентрированно убедительное за нашего кандидата там излагается, чтобы склонить колеблющихся голосовать за него. Ну и было принято решение, что мы делаем листовку последнего дня только если будет гениальная листовка. Это будет всеми признано. Было несколько вариантов, в том числе и мой, который я, конечно, считал гениальным. Но общее решение было такое, что ничего гениального у нас не получилось, поэтому листовки последнего дня не будет. На следующий день я утречком прихожу в штаб, захожу к Виктору Васильевичу, его нету, а на столе рядом с ним текст какой-то листовки и чья-то подпись в тираж. Я читаю этот текст, у меня волосы встают дыбом, потому что там бред полнейший. Ну и вот через минуты заседания штаба, очередное утреннее, я несу эту листовку и говорю: братва, что такое? Мы же решили, что ничего гениального не получилось, а тут вот такой бред в тираж. В общем, нашли мы этот тираж. Его, конечно, уничтожили к хренам собачьим. Ну и есть подозрение, что это была активность этих ребят. Ну вот это был единственное такое проявление. Ну иногда какие-то бумажки попадались. Ну, смотри, хорошо. Да, давайте паузу. А как Борис Николаевич относился к критике? Критика. Ну, вы знаете, слово критика не очень адекватно позиции подчиненного. Другая точка зрения, которую ты можешь высказать, но это не есть критика, это есть элемент нормальной работы. Потому что если мнение идет только сверху вниз, это тупик. Это должен быть, несмотря на наличие субординации, генерация идей и решений – это, тем не менее, горизонтальный процесс. Вот к наличию такого горизонтального процесса, к наличию возможности точек зрения, отличных от его точек зрения, конечно, он абсолютно нормально относился. И пример, скажем, с его попыткой в марте 1996 года разогнать Думу, это типичный пример, когда была высказана противоположная, не другая, а противоположная точка зрения. И эта точка зрения в результате победила, потому что она победила прежде всего внутри Бориса Николаевича. А как он вообще относился Да. к критике извне, в прессе, в обществе? Вот, поэтому, если говорить о нашей внутренней работе, нет проблем. А если другое дело, критика извне, и здесь тоже есть спектр. На одном полюсе это вот примерно то же самое, что и у нас внутри, это другие точки зрения, это он любил. Просто вот чтобы были разные точки зрения, это просто его хлебом не корми. И поэтому он любил встречи с экспертами, с независимыми экспертами, и чтобы были столкновения точек зрения, и чтобы он мог как бы увидеть сложную картину и попытаться в ней разобраться. Вот это для него было вот кайфом вообще. Но был и другой полюс – это политическое хамство. Да?
А, Трудно себе представить, чтобы это кто-то мог любить. И Борис Николаевич это тоже ранило, но это никогда не было у него а, причиной какой-то ответной реакции. Уничтожить объект критики или раскритиковать, ответить ему тем же самым. И я уже говорил, он никогда не прибегал к каким-то выпадам против своих политических противников. Исключено. Можно найти в архивах, где он вычеркивал, рвя бумагу, какие-то инвективы против противников, которые мы ему в свои заготовки вставляли для него. Раз оттуда. Достаточно вспомнить судьбу политических противников жесточайших, не просто политических, а просто биологических, хамски-биологических противников, вроде Хасбулатова и Рудского, да. Рудской стал губернатором, Хасбулатов вернулся к нормальной своей академической деятельности профессорской. Никого не постигла божья кара. А уж о СМИ вообще... У меня был эпизод такой трогательный чрезвычайно. Это в 95-м году, в конце 95-го года Борис Николаевич болел, и я к нему приехал в больницу, просто по работе надо было пообщаться. И там в каком-то предбаннике меня встречает Наина Иосифовна и говорит: ой, Георгий Александрович, может, вы ему скажете, что же они там про него пишут? У него же сердце, он же все это видит и читает, но они же его убьют, а он говорит: не трожь, и все. Может быть, вы ему скажете, да? Вот это его отношение, да? Критика, она бывает разная, но надо с этим смириться. И он сжигал, конечно, все это в себе. А вот в те времена, когда были куклы, когда Ельцина жестко критиковали на НТВ, были у Ельцина или у правительства какие-то реальные механизмы, чтобы как-то там давить на прессу и вводить какую-то цензуру? То, что Ельцин не закрывал неугодные передачи, это было из любви к свободе слова или просто потому, что в то время общество уже было в том состоянии, что невозможно было ввести цензуру только потому, что не нравится критика? Никогда не было постановки задачи. Бывали вещи, когда вдруг кого-то не пускали. Тамара Замятина, корреспондент ТАСС, что-то такое нелицеприятное написала. И кто-то из челяди, может быть, служба охраны, вычеркивает ее из списка пула. Но это было мгновенно восстановлено. Это не проблема. Такие эксцессы исполнителей, конечно, бывали, но никогда это в принципе не исходило от Ельцина. Типа такого традиционного. Вы там как-то с ним разберитесь, да? Это невозможно себе представить. Георгий Александрович, спасибо огромное.